2020 рік для ЧАЕС, як і для інших підприємств, виявився досить складним через розпал пандемії коронавірусу і нестабільність, яку вона несе. Не дивлячись на це, станція досягнула поставлених цілей і змогла виконати ряд проєктів, необхідних для зняття її з експлуатації. 2021 рік може бути не легшим за попередній, однак ЧАЕС вже має щільний графік запланованих робіт. Детальніше про плани розповість заступник начальника відділу стратегічного планування Віктор Кучинський. Наше предприятие продолжает работать по нашим уставным основным направлениям деятельности. И я бы хотел акцентировать внимание на наиболее важных и основных задачах, которые предстоит предприятию выполнить в 2021 году. В части преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему будет продолжаться эксплуатация объекта укрытия и опытно-промышленная эксплуатация нового безопасного конфайнмента, по результатам которой мы должны будем получить лицензию на эксплуатацию НБК и разрешительную лицензию на деятельность по обращению с радиоактивными отходами, которые будут образовываться в результате преобразования объекта укрытия. Второе направление – это дальнейшее преобразование объекта укрытия в рамках ПЗУ – это демонтаж нестабильных конструкций. В 2021 году планируется выполнить проектирование демонтажа нестабильных конструкций в объеме раннего демонтажа и начать работы по демонтажу одной из металлических ферм, которая стабилизирует южную часть кровли. Ну, там в части закупки оборудования, подготовки к выполнению этой работы. Второе важное направление – это обращение с отработавшим ядерным топливом. Здесь мы ожидаем завершения ввода в эксплуатацию и получения лицензии на эксплуатацию «Хаята-2». Планируем приступить к началу плановой перевозки отработавшей ядерного топлива из «Хаята-1» в «Хаят-2», которая продлится у нас на период около 10 лет. Планируется в 2021 году к перевозке не менее чем 1575 ОТВС. Итого, на конец года мы планируем, что у нас уже в «Хаяте-2», размещенном на длительное хранение, будет около 1761 ОТВС. Ну, поскольку «Хаят-1» будет еще в эксплуатации у нас около 10 лет, остается важными задача поддержания его в безопасном состоянии. Поэтому в 2021 году планируется завершение работ по повышению безопасности этого объекта, таких как завершение работ по реконструкции системы радиационного контроля, замена кабельного хозяйства, замена силового оборудования, а также обеспечение физической защиты при перевозке ОТВС из «Хаята-1» на «Хаят-2». По направлению снятия с эксплуатации, то есть это касается снятия с эксплуатации 1, 2, 3 блока. В 2021 году этому направлению будет уделено должное внимание. Это продекларировано нашими руководителями. Атомная станция строилась по проекту, и, соответственно, снятие с эксплуатации ее производится тоже по проекту. Проект снятия с эксплуатации у нас готов, разработан, прошел все необходимые экспертизы. Проект снятия с эксплуатации, он разработан единым для всех 3 энергоблоков, поскольку у нас все 3 блока находятся в одинаковом состоянии и примерно имеют идентичную конструкцию. Проект снятия с эксплуатации непростой, он является уникальным для Украины, выполняемый впервые, поэтому имеет высокий класс воздействия на окружающую среду и на население. Особенность этого проекта, то, что, я повторюсь, он единый для всех 3 блоков, имеет довольно много подпроектов, это 6 пусковых комплексов, которые взаимоувязаны. Он финансируется полностью из государственного бюджета Украины. И в чем его особенность, что основные работы выполняются собственными силами персонала Чернобыльской АЭС. Общая смета этого проекта превышает более чем 500 миллиарда гривен. И срок реализации его у нас пока запланирован до 2028 года.
В 2021 году запланировано начать физические работы по консервации наших блоков. Развертыванию масштабных работ по консервации у нас препятствует один фактор – это отсутствие линий измельчения длинномеров. Это небольшой проект, но очень важный для реализации проекта снятия с эксплуатации. И в 2021 году этот проект будет одним из приоритетных по этому направлению. Планируется, что в 2021 году мы закончим проектирование линии измельчения длинномеров. В 2022 году планируется, что это будет изготовлено оборудование и смонтировано, и проведены работы по вводу его в эксплуатацию. С 2023 года, по нашим планам, мы должны приступить уже к переработке демонтированных технологических каналов и рабочих каналов СУС. Также по направлению снятия с эксплуатации в 2021 году будут продолжены работы по демонтажу тепломеханического оборудования машзала, выведенного из эксплуатации, и других систем. Здесь мы в 2021 году должны отработать созданную нами технологическую цепочку очистки металла демонтированного. Здесь будет демонтаж, фрагментация, очистка на новой дробеструйной установке, которая уже у нас тоже в опытно-промышленной эксплуатации находится, и освобождение из-под регулирующего контроля на вновь тоже смонтированной установке, которая также находится в режиме опытно-промышленной эксплуатации, установки освобождения из-под регулирующего контроля. Опробуем эту цепочку, оценим затраты, оценим производительность. Также планируется еще и начать совершенно новый вид деятельности – это демонтаж зданий и сооружений. Это какие здания и сооружения у нас попадают под демонтаж? Это те здания и сооружения, на которых уже демонтировано оборудование, которые находятся в аварийном состоянии и которые не востребованы на этапах снятия с эксплуатации, которые представляют опасность. Здесь два пути: или вкладывать средства на их стабилизацию и ремонты, или же все-таки пойти по пути их демонтажа и доведения площадки до каких-то уровней ограниченного освобождения, то есть достижение конечной цели снятия с эксплуатации на этой территории. Следующее направление важное – это обращение с радиоактивными отходами. По этому направлению мы планируем дальнейшую работу по нашим заводам, которые созданы за средства международной технической помощи. Завод по переработке жидких радиоактивных отходов у нас будет продолжать работу, будет перерабатывать кубовой остаток. Планируем выводить его постепенно на проектный уровень производительности. В 2021 году планируется произвести не менее чем 4000 упаковок и передать их на захоронение. Это примерно около 4% от всего накопленного объемов жидких радиоактивных отходов, которые подлежат переработке. По промышленному комплексу по переработке твердых радиоактивных отходов мы планируем завершить третий этап горячих испытаний, подготовить все необходимые документы и направить их в Росатомрегулирование для получения лицензии на эксплуатацию объекта. Также будет в эксплуатации у нас завод по производству бочек и контейнеров, который будет обеспечивать потребность у нас ЗПЖРО и ПКО ТРО. Параллельно с деятельностью этих заводов будет осуществляться работа по оптимизации существующих и освоению новых технологий и методов по дезактивации и переработке радиоактивных отходов, а также отработка методики и технологий по характеризации конечных упаковок РАО. Также остается актуальная задача по освобождению нашей площадки от радиоактивных отходов, перевозка их на захоронение на пункт Буряковка. Планируется около 1200 кубических метров отходов перевести на захоронение. Вот это я перечислил основные, самые приоритетные наши задачи по нашим основным уставным направлениям деятельности. Но также остается еще целый ряд вспомогательных задач, которые также остаются важными. Это осуществление международной деятельности нашего предприятия, это продолжение небольших международных проектов, которые у нас существуют. Это проект с бельгийской фирмой по
отработки технологий дезактивации труб с малым диаметром. Это проект с Норвегией по созданию центра и развитию центра визуализации снятия с эксплуатации. Это проект технического сотрудничества с МАГАТЭ и с ВАОС, ну и другая деятельность. В части подготовки персонала у нас тоже новая задача появляется. Это сотрудничество с КПИ, нашего учебно-тренировочного центра, и организация курсов подготовки по подготовке персонала по направлению снятия с эксплуатации, обращения с РАО, дозиметрия и физической защите. Для получения права осуществлять подготовку по физической защите в 2021 году необходимо получить лицензию. Также предстоит важная работа – это заключение договора по страхованию ядерного ущерба от аварий на объектах Чернобыльской АЭС. Без такой страховки у нас будут проблемы с получением лицензии на Хаят-2 и на эксплуатацию НБК. Вот в целом, вкратце, я рассказал о наших задачах на 2021 год. 2021 год будет непростой. Много факторов будут воздействовать на выполнение наших планов, причем эти все факторы направлены, они негативные. Какие факторы? Мы 2021 год начинаем без изменений в общегосударственную программу, что усложняет нашу деятельность. Также, опять же, мы попадаем в 2021 году в недофинансирование. Планируемые финансы у нас обеспечат только 70% от потребных затрат. Также, ну и третий негативный фактор – это ковид-пандемия, которая также делает неопределенности многие для решения наших вопросов. Несмотря на трудности, я думаю, что у нас получится. Мы будем на это надеяться.